Внутри полно мерзкой женской перхоти. Я не знала, что там надо пылесосить, мне никто не говорил. Ты его починил? Тебе стоит купить новый компьютер. Не могу я купить новый, у меня нет денег. Все кредитки исчерпаны. Я сижу на бомж-пакетах, из-за чего у меня такая сухая кожа и... я выдаю сегодня слишком много личной информации. А откуда у тебя все эти запчасти? О, из компьютера национальной библиотеки. Что? Ну ты ведь часть нации. Так, готово. Обожаю этот звук. Двинься. Мне нужно зайти в сеть. Я чувствую, как они меня обсуждают. Шалом, православные! Как помните по прошлому ролику, обе материнки могут первый слот М2 накопитель пятой версии письки. Хотя, на мой взгляд, такая производительность избыточна. Даже на обычном SSD уже комфортно, а тут скорости просто улетают в космос. Ну, будет игрушка грузиться на 2 секунды быстрее. И чё? Такие скорости разумны для серверов, когда идет запись больших объемов без остановки. А в играх начинают потеть процессоры и видеокарта. Скорость чтения с диска становится одной из составляющих и не самой важной. Типа размер или форм-фактор бывает разный. Основной 2280. Можно брать и другие. На типы памяти просто забейте. Самое главное — это контроллер и скорость чтения и записи. Обычный SSD может выдать что-то в районе 550 мегабайт в секунду. А самые модные фирмы на PCI Express 4 показывают вплоть до 7450. А пятое поколение уже до 14 тысяч. Вот нахрена нам такие скорости? Но поскольку ногами в жир, предположим, что у нас может быть софт, который будет прям жрать диск. Посему в первый слот установим что-нибудь дешевое пятой версии, скажем, на полгига. Должно хватить. И если понадобится переустановить операционку, не придется париться с переносом данных. Не забывайте у кратных степени двойки накопителей, типа 512 гигабайт, оставлять 20% неразмеченного места. В нем будут перекладываться файлы. Это реально увеличивает ИО SSD диска. У некратных размеров типа 480 гигов есть внутренний запас. Там процентов 10 оставляйте. Зависит от размера. Но хотя бы 10% оставляйте для любых дисков, чтоб не запоминать. Такого диска вполне хватит на операционку и софт, которая, конечно, будет быстрее грузиться. Все остальное не так важно. И тут мы приплыли в санкции, которые, судя по ящику, не работают. Пятой версии М2 тупо нет в продаже. Можно было дешевле материнки подбирать. Писец засада, кто ж знал, что мы уже ниже многих стран Африки стали по уровню жизни. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. В одну цену есть четвертая версия VD и Samsung, который всегда лучше. Кстати, цены за пару лет всего на пару тысяч взлетели. Не так критично, как с видяхами. Короче, берем вот эту фигню с много букв цифров за 7191 рубль. Под файлопомойку и порнушку с играми мне хватает 2 терабайта. Лучше покупать с радиатором, если нет на материнской плате. Он снижает уровень внешних помех заодно. Но основная срань идет по системе питания материнской платы. Например, у видяхи скачок, а помехи в наушниках через звуковой блок материнки. Первое, что нормального нашел, это MCI на 2 терабайта за 19 690 рублей. Печаль, попа, боль. И даже сэкономить не получится, взяв 2 SSD и сделав из них RAID 1. Скорость удвоится, а в случае поломки одного из дисков данные сохранятся. Под Linux это без проблем. Есть программное решение, массово использующееся на серверах. MD ADM. У меня на сайте в разделе «Переходим на Linux» есть скрипт для управления всем этим без лишнего геморроя. А средствами винды или материнской платы вообще не советую. Переустановите винду, потеряете данные. Хотя я здесь не буду строить эксперта. Может, чего изменилось за 20 лет этого позора. Прогресс, конечно, умер для нас по таким ценам. Файлопомойка даже на HDD-дисках стоит тех же денег. Но если не брать совсем непонятное говно. Ох, в натуре пора смотреть в сторону подвала чайной. Мне уже грустно. А ведь сейчас мы перейдем вообще в самую грустную грусть. Видеокарты. В рамках ролика выбор у нас по сути только один. RTX 5070 или 5070 Ti. Вот есть нормальный от MCI за 71 357 рублей. Я предпочитаю на 2 вентилятора. Они покороче и потише. Видяхи старших серий уже либо понты, либо под спецзадачи. По поводу звука, сейчас чипы на материнках выдают весьма качественно. Одно лишь но, они слабые, не могут раскачать нормальные высокоумные наушники. Да и обычные на пределе. Я бы взял. Мне советовали M-Audio под Linux из-за поддержки драйверов.
Под винду можно тот же креатив. В магазе просто выбора нет нормального. И я сейчас не совсем готов к этой теме. Требуется изучать, что сейчас с рынком. Так что этот пункт опустим. Держите в уме, что для кайфовых наушников требуется звуковуха. Либо внешняя система колонок с усилителем и выходом на наушники. Ну, либо просто усилитель для наушников. Всю эту радость требуется как-то питать. Ролик по теме блоков питания уже делал. Нахер не смотрите. Там только знания. А народу нужны развлечения. Так что просто берем Platinum BP какой-нибудь модной фирмы. И мне лень сейчас точно считать потребление. Зависит от конкретного случая. Пишите в телегу или бусти. А может даже на почту. За 300 рублей помогу подобрать комплектующие. Чтобы собрать суперкомпьютер. И прибудет с вами идеальный шалом без 1000 лет изучения пения лягушек. Блока на 750 Вт должно хватить. В выдаче огромное количество непонятных названий подвалов чайны. Первый брендовый Thermaltake за 15 183 рубля. Давайте его и возьмем. Конечно, можно сэкономить и здесь. За электричество только больше заплатите. Осталось все это куда-то запихать. С корпусом главное не выйти за размеры на 140-х башнях охлаждения процессора. 120-ки должны все помещаться. Но это можно решить, просто сняв крышку. И тут на самом деле загадка. Может быть, со снятой крышкой охлаждения хуже. Может лучше. Но речь не о каких-то больших разницах. Второй момент – длина видеокарты. Еще добавлю, что теплый воздух идет вверх. Блок питания в нижней посадке – хорошая идея. В том числе и по развесовке. Но я бы сегодня клал корпус на бок. А то все эти видеокарты по 100 тонн, под которые уже специальные подставки продают. Да и огромные радиаторы на процессорах. Больше магии нет. Выбирайте по толщине жести или какой понравится. 100 тысяч миллионов вентиляторов нафиг не нужны. Базово только один корпусной на выдув или даже без него. Остальное просто прожарка глупых гоев на шекеле. Круто же, когда лампочки мигают. Хомячки реагируют на раздражитель и веселятся. Вот этот корпус Aerocool выглядит пафосно и дешево. За 25 054 рубля. Далее пошла периферия, и тут я в подробностях тормозну. А то ролик будет часа на 2. Много лет программил. Ох, сколько говна перепробовал в поисках чего-то такого, куда удобно тыкать. И вернулся к лавам А4000 из соображения цены и качества. Есть очень кайфовые мембранные по мягкости ощущениям. Свою не нашел в продаже. Видимо, придется на нее молиться остаток времени. Тема в целом большая, есть всякие механические. И последняя мода – это магнитная. Они прикольны тем, что можно глубину срабатывания настроить. И прочие фишечки, за которые могут забанить в КС-очке. Мышь также индивидуально. Наушники или колонки тоже. Единственное, над чем остается подумать, это матовый IPS-монитор. Мне нравится LG. Сборка может быть местной, пластик вонять. Ибо, ну вы поняли. Но вот модули иностранные. Следует внимательно читать отрицательные отзывы. Есть некое нанонапыление, из-за которого оттенки резко в красную ходят. Но главный вопрос другой. А хотите ли Quad HD? По ошибке в простонародье 2К монитор. Мне с возрастом что-то уже и в Full HD не все мелкие текста становится видно. А там все еще меньше, в 2 раза. И в играх FPS делить условно на 2. В среднем минус 40%. Но да, картинка будет посимпатичнее в играх даже без сглаживания. Думайте, данная сборка будет тащить и то, и то. Итоговая сводка вот. А лишние 27 рублей я лучше бы потратил на киллера для чиновников, чем спускать на некую контору голубых, потерявшую берега. А про 4К вообще забудьте. Там реально 50-90 следует брать и прям сильно сосать с FPS-ами на уровне 60 кадров. А то и меньше. Короче, пишите, подумаем вместе. За 777 рупий буду стараться больше, чтобы найти идеальный вариант за указанную сумму. За 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс, как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.